Легендарная египетская переправа Дука. Давайте миксовать вместе. Кориандр, 1,5 столовых ложки. Перец черный, пол чайной ложки. Зира, 1 чайная ложка. Фенхель, совсем чуть-чуть. Обжариваем на среднем огне до усиления аромата и специй. Снимаем с огня, продолжаем помешивать. Оставляем специи до полного остывания. Когда специи полностью остынут, пересыпаем в кофемолку. Перемалываем. Добавляем 1 столовую ложку сумаха. Чеснок в порошке, 1 чайная ложка. Красный острый перец, 1 чайная ложка. Гималайская или морская соль, 1 чайная ложка. Сушеный лук, 1 столовая ложка. Если будете использовать лук в порошке, достаточно 1 чайной ложки. Перемешаем все в кофемолке. Отставляем в сторону пока. Это еще не все. Продолжаем. Отправляем в сковородку 3 столовых ложки миндаля, фундук 3 столовых ложки, фисташки 3 столовых ложки, арахис 3 столовых ложки. Поджарим все орехи на среднем огне. Под конец обжарки добавляем полстакана кунжута. Буквально минуточку достаточно. Пересыпаем в мисочку. В горячую смесь орехов высыпаем специи. Перемешиваем. Оставляем остывать. После полного остывания эту смесь отправляем в блендер. Перебиваем так, чтобы орехи были мелкими кусочками, но никак не до состояния порошка. Вот так должно быть. Спасибо, друзья, за вашу поддержку комментариями и лайками. Благодаря им YouTube продвигает наши видео и наш канал развивается. Мы очень ценим ваши добрые и мотивирующие слова. Примите нашу искреннюю благодарность. Дальше в видео я покажу примеры, как эту приправу можно использовать. Сваренный или консервированный нут
1 стакан. Тахини 1/3 стакана. Как сделать тахини в домашних условиях, можете посмотреть по ссылке под видео. Чеснок 3-4 зубчика. Оливковое масло 1/4 стакана. Лимонный сок 1 столовая ложка. Молотая зира по вкусу. Добавим 1/4 стакана водички отваренного или консервированного нута. Посолим по вкусу. Перебиваем блендером до кремообразного состояния. Добавляем приправу дука в приготовленный нами хумус по вкусу. С удовольствием кушаем. Можно сделать другой вариант. Смешиваем приправу не с хумусом, а с оливковым маслом. Макаем в оливковое масло, смешанное с приправой, хлебушка типа лаваша, и кушаем в прикуску с хумусом. Или можете полить хумус этой смесью и кушать. Можно также смешать эту приправу с йогуртом. Египетская дукка – это древняя ароматная смесь орехов, семян и специй, история которой насчитывает многие столетия. Считается, что ее родиной является Египет, где название дукка происходит от арабского слова, означающего толочь или измельчать. Традиционно ингредиенты обжаривают отдельно, а затем грубо растирают, сохраняя их текстуру и насыщенный аромат. Благодаря своему богатому вкусу дукка явно стала одной из самых известных приправ египетской кухни и сегодня популярна во многих странах мира. Дукка прекрасно сочетается с хлебом и оливковым маслом. Это один из самых популярных способов ее употребления в Египте. Ее также добавляют к овощам, салатам, рису, мясу, птице, рыбе и яйцам. Приправа придает блюдам приятный ореховый вкус, легкую пряность и хрустящую текстуру. Дукку можно использовать как посыпку для готовых блюд, добавлять в маринады или смешивать с йогуртом и соусами. Небольшого количества достаточно, чтобы сделать вкус блюда более насыщенным и выразительным. Друзья, напишите в комментариях, нравится ли вам такой формат видео о приправах и специях. Живите вкусно и приходите в гости снова.